So what we're trying to do, being a Buddhist, taking this perspective that we're using here, there's many ways of describing what you're doing as a Buddhist, but the big picture point of view, you're learning, you're developing, you're becoming who you really are. For the Buddha, in the Mahayana, that means becoming an enlightened person, removing all the delusions and developing all the qualities. Что же мы осуществляем, если являемся буддистами, если мы буддисты? Есть множество способов это описать, но одно из описаний с точки зрения Будды состоит в том, что мы становимся тем, кем являемся на самом деле. А для Будды на уровне Махаяны это становление тем, кем являемся на самом деле, подразумевает достижение просветления, становление Будды. The etymology of the word in Tibetan for Buddha, Sangye, tells us this. И об этом нам говорит этимология тибетского слова, которое используется для обозначения Будды, санге. Sang implies the complete eradication from one's mind of all the neuroses, all the misconceptions, all the delusions, all the disturbing emotions. They're all synonyms for the same thing. Слог «санг» подразумевает устранение из нашего ума всех омрачений, всех неврозов, всех беспокоящих эмоций. Все это синонимы для обозначения одного и того же. Всех ошибочных представлений. Because Buddha has found that they don't belong. They're, as they say in Buddhist psychology, they're adventitious. Ведь Будда выяснил на своем опыте, что эти омрачения не находятся на своем месте, они не принадлежат уму, то есть являются добавочными, как это называется в техническом буддийском языке. То есть они являются неотъемлемой частью нашей природы. And just this alone is shocking, isn't it, from our perspective in the West, in modern views of the mind. И одна только эта мысль с нашей западной точки зрения, с точки зрения наших западных представлений об уме, уже нас шокирует. You know, all our models of the mind, we give equal status, don't we, to all this stuff, в наших моделях ума все эти негативные вещи мы в правах уравниваем с вещами позитивными. A normal person has a bit of anger, bit of jealousy, bit of love, bit of kindness, bit of generosity, bit of intelligence, nicely balanced, you know? Иными словами, у нормального человека как будто бы есть и зависть, и доброта, и гнев, и любовь, и щедрость, и омрачение, и так далее, в какой-то уравновешенной степени. Будда говорит, мы от всего негативного, от всех неврозов способны освободиться. Можем избавиться. А второй слог «ге» указывает на развитие до полноты, до совершенства всех позитивных качеств. Так это можно описать простыми словами. Вот это и представляет собой Будда. Так вот, мы здесь беседуем об этом представлении. И если вы думаете, да, интересненько, не отказался бы я таким вот стать, поскольку это ум, нам нужно попытаться понять, что Будда говорит об уме. And we have to know about this natural law that he calls the law of karma, which is what runs the mind, basically. В этом законе природы, базовом законе, законе кармы, который, по словам Будды, и управляет умом. So, what are the ways then? Okay, so then knowing about karma and using this law as the basis of our choices every day, this is a crucial component of a Buddhist and their practice. Знать о карме и использовать ее понимание как базис для совершения выбора на повседневном уровне — это жизненно важный компонент жизни буддиста и его или ее практики. This alone is massive. Но только это уже нечто грандиозное. It means every single second of your experiences you're learning to interpret them differently. Это означает, что каждая без исключения секунду своих переживаний вы учитесь интерпретировать иначе. So right now when bad things happen, Прямо сейчас, когда случается что-то плохое,
We get frightened or angry or jealous or whatever. Мы пугаемся, или сердимся, или ревнуем, или что бы там ни было. And we assume we're feeling this way because of that bad thing that happened. Мы полагаем, что эти чувства возникли в силу какой-то плохой вещи, которая произошла. Of all this bad stuff that happened. В силу всех этих дурных вещей, которые случились. So this is natural to us. И для нас это нечто Animals естественное. are the same. Точно так же дела обстоят и с So of животными. course, with all our observation, using our scientific observations, we take this as a given. Разумеется, используя все свои научные наблюдения, мы такую модель мышления принимаем как нечто само собой разумеющееся. And we don't question. И не Well, the подвергаем, Buddha's view is demanding we start looking freshly internally at our assumptions. и не подвергаем сомнению. Однако с точки зрения Будды нам нужно свежим взглядом окинуть все наши допущения, подвергнуть их все сомнению. So one way of describing what anger is Один способ описать, что такое гнев, the response when attachment doesn't get what it wants. сказать, что это отклик, возникающий, So когда this demands привязанность that не we look достигает deeply into the желаемого. Buddhist model of the mind. This is one approach. The model of the mind is one approach. А это требует нас более глубоко посмотреть на буддийскую модель ума. Модель ума — это один из подходов. And then applying the laws of karma, this is another one. А затем применять законы кармы. Это второй подход. They're both dealt with in depth in all the Buddhist literature over the centuries. И оба эти подхода, поход на протяжении истории, многих веков в буддийской литературе рассматриваются And if we're чрезвычайно taking Buddhism подробно. seriously, we have to learn to literally study this stuff. А если мы серьезно относимся к буддизму, нам в буквальном смысле нужно эти вещи серьезно изучать. And then, of course, you have to apply those things in your daily life. А затем, разумеется, эти вещи нужно в своей повседневной жизни применить. And that's what's hard. Вот это-то и So сложно. when John, throws me out for a younger version, И вот если Джон меня бросает ради версии помоложе, taking for granted attachment and anger as typical states of mind, принимая во внимание, считая по умолчанию, что привязанность, гнев и так далее — это естественное having all состояние these ума, assumptions, живя со всеми этими допущениями о том, что я хороший человек, я ничего плохого ему не делала, it's not fair that he harms me. несправедливо, что он I'm an мне innocent вредит, victim. я невинная жертва. All of these are assumptions in our mind. Все это допущение в нашем уме. We don't think they're assumptions. Мы не считаем, что это допущение. We think they're true. Мы считаем, что это вещи истинные. So to start to apply the view of karma is intensely difficult. И невероятно сложно применить воззрение кармы. So the bigger point here that we're making, И здесь более обширное утверждение, которое мы which is делаем, what Buddha's saying, а это that утверждение Будды, whatever arises in our mind состоит в том, что все, проявляющееся в нашем уме, determines the way we respond to things. предопределяет то, как мы на вещи откликаемся. So if you have a view of devotion to a creator, Так что если в вас есть воззрение преданности Творцу, and that's a real viewpoint, isn't it? It's a viewpoint. You это cultivate it. реальная точка зрения, которую вы развили. Then when something terrible goes wrong, Когда происходит что-то ужасное, you accept it as God's will. вы принимаете эту ужасную ситуацию как волю Божью. Last year I think there was a series of crashes, aeroplanes crashing, and one of them was the airline in space in Malaysia, Air Asia, and it crashed into the ocean. Everybody died. В прошлом году было несколько крушений самолетов, и одно из этих крушений было крушение лайнера Air Malaysia, когда самолет упал в океан, и все погибли. And one said, some parents, their daughter had been drowned. И вот у каких-то родителей погибла дочь. How do you feel about, how do you feel? Их They asked спросили, the parents. и родители этих спросили, что вы чувствуете? They were peaceful. Они были умиротворены, She пребывали в belongs to умиротворении. God. Она принадлежит Богу, она в руках He has Божьих. taken her back. Он забрал ее We домой. are happy. Мы счастливы. So that's a response, isn't it, to a Это- certain situation. Это отклик на конкретную ситуацию, верно? Now, if they never opened their mouth Они не... and they never opened their mouth and said anything, Если бы они открыли рот и ничего не объяснили, you'd see these two parents вы бы увидели этих двух родителей, whose daughter had just died, чья дочь только что погибла, утонула, and they look peaceful. а они выглядят Well, умиротворенными. you'd think they're psychotic, wouldn't you? Вы бы сочли, что у них психотический эпизод. Они в психотическом состоянии. But it's because of the view in their mind, isn't it? Но на самом деле все объясняется воззрением, присутствующим в их уме.
So we know they have a view. It's called believing in God. Мы знаем, что у них есть некое воззрение. Воззрение это называется вера в Бога. Now you've got another person, let's say, I met in 2003, Richard Gere, who is a Buddhist, as you know, invited His Holiness in New York to teach. Ну вот возьмем другого человека, которого я встретил в 2003 году. И Ричард Гир, про которого вы все знаете, пригласил его Святейшество Далай-ламу в Нью-Йорк дать учение. And he invited 20 former prisoners, all of whom had been doing some kind of Buddhist or Buddhist practice or meditation in prison. И Гир также пригласил 20 бывших заключенных, все из которых в тюрьме занимались в свое время буддийской медитацией. And also some people like me he invited, who've been working with people in prison. А также пригласил таких людей, несколько таких людей, как я, которые работали с заключенными в тюрьме. So, and they had, a nice meeting all day, and then met His Holiness. It was very wonderful. И вот там была замечательная встреча по ходу дня, затем все встретились с Его Святейшеством. So he also invited 2 young Tibetan nuns who'd been tortured and sexually abused for a couple of years in prison in Tibet. И также Гир пригласил пару молодых тибетских монахинь, которых в китайских застенках несколько лет пытали. Китайские застенки на территории Тибета несколько лет пытали и подвергали сексуальному насилию. И вот эти монахини рассказывают свою историю и не сердятся. Like the 2 Malaysians, they weren't angry. Точно так же, как не сердилась и малайзийская пара. Well, these Buddhist nuns, they had another view in their mind. Но у этих буддийских монахинь в уме присутствовало другое воззрение. It was a view of karma. Воззрение кармы. That was their viewpoint, their philosophical viewpoint. Таково было их философское воззрение, их философская точка зрения. So on the basis of this viewpoint, they weren't angry. И на основе этого воззрения они не If испытывали you have a гнева. materialist, say, person who's been tortured or whose children have died, Если, скажем, пытали бы материалиста, или если бы у материалиста погибли дети, what's their philosophy? какова философия They're made by their материалиста? parents. Дети созданы родителями, Things happen unfairly. все случается несправедливо, No one knows why they happened. никто не знает, почему что-то происходит. And anger's natural. Гнев естественен, So they'd be crying and tearing their hair out and freaking out and finding out who to sue. и материалист потому бы рыдал, рвал на себе волосы, психовал, искал бы кого засудить. But not being sarcastic, also heartbroken. Their child has died. They've been tortured, whatever. Но это с моей стороны не сарказм. Также человек страдал бы от разбитого сердца, ведь у него только что погиб ребенок. So the Malaysians, Малайзийцы not tearing their hair out. не рвали на себе волосы, Why is this happening? не кричали, почему так случилось. They have an answer. У них был ответ, It's God's will. воля Божья. So they're content. И потому они этим The довольствовались. Tibetan nuns, Тибетские they're монахини not angry either. также не сердились. They don't ask the question, why is this happening? И не спрашивали, почему это случается. They have the view of karma. Они придерживались воззрения In кармы. their mind, they created the cause for this. Они думали, что в собственном уме создали причину для происходящего. Listen to the philosophy of anger. Послушайте философию гнева. Why is this happening? Почему это How dare происходит? you do this to me? Да как ты смеешь так со мной поступать? It is not fair. Это I do несправедливо. not deserve it. Я этого не заслуживаю. Those Malaysians don't have that view Этим малайзийской паре не было because присуще they've это got one set of воззрение, views in their mind. потому что в их уме присутствовал один набор воззрений. The young Tibetan nuns didn't have it. Молодым тибетским монахиням And это even at the воззрение end of было their story, there were присуще. tears. И хотя в конце истории их и они заплакали, And then they said, and а of сказали, course, we had compassion for our torturers конечно, сказали, конечно, мы испытывали сострадание к тем, кто нас because we пытал, knew we must have harmed them in the past. потому что знали, что мы, должно быть, в прошлом им навредили, им So a вредили. person crying and screaming and angry and tormented for the rest of their life, Человек кричит, плачет, рыдает, терзается всю оставшуюся свою жизнь. that's the expression of their viewpoint. И это выражение его или ее воззрения. The Malaysians, peaceful, God's will. Малайзийцы в покое, они думают, что это воля Божья. The Buddhists, Буддисты peaceful and even having compassion. пребывают в умиротворении и даже Everything испытывают comes down to страдания. viewpoint. Все сводится к точке зрения. But because we don't think that the materialist view is a viewpoint, Но поскольку мы не считаем, что материалистические воззрения — это точка зрения,
We just think it's true. Мы просто считаем, что они истинны. Everybody else believes in some. Oh, I don't have any beliefs, materialists say. Материалисты говорят, у меня нет никаких верований. Don't be ridiculous. Это Your смехотворно. mind is full of beliefs. Ваш ум полон верований. And the Buddha would happen to say they're not true. И Будда бы, так уж получилось, сказал бы, что эти верования не соответствуют истине. Don't believe him. Вы не обязаны ему верить. Find out yourself. Вы должны сами разобраться. So one approach to practice, Один подход к практике applying the laws of karma. — это применение законов кармы. So I can say, okay, the other approach to practice is dealing with your mind. Другой подход к практике — разбираться со своим умом. They utterly both come together. Оба эти подхода совершенным образом объединяются. But you could see how you could apply the views about the mind and not have any talk about karma and really help yourself change. You could do that. Но понятно, что можно было бы применять эти представления об уме, совершенно не упоминая карму, и все равно себе основательным образом помочь, как существенным образом себе помочь. I remember reading about a woman in prison years ago in Florida, 20-something. Помню, как около 20 лет назад я читал о женщине, которая сидела в тюрьме во Флориде. She and her husband had been arrested for killing. They'd been picked up. They were hitching in Florida with their kids, and the two guys who picked them up got stopped by the police, and then the guys killed the police and blamed the hippies, the husband and the wife. Эти муж и жена занимались автостопом, путешествовали автостопом, и подобрали какие-то два парня, и всех остановила полиция. Эти водители убили полицейских и обвинили в этом эту парочку хиппи, мужа и жену. Okay, they're being picked up by two guys. They're hitching. The two guys got stopped by the police, and the two guys killed the police, and then blamed the hippies. Тех хиппи, занимавшихся автостопом, подобрали двое парней. Те двух парней остановила полиция. Они убили полицейских и обвинили в убийстве парочку хиппи. И хиппи приговорили к смертному приговору, и мужа даже казнили. Лишились детей. Можете себе представить, какой это кошмар? Даже представить себе не можете, насколько это кошмарно. Женщина 17 лет ожидала проведения в исполнении смертного приговора. И в конечном итоге один из этих двух парней признался в совершенном убийстве, и женщину отпустили. Не думаю, что она была буддийской. Она занималась медитацией и йогой. И работала над своим умом. Может, у нее не было объяснения того, почему это произошло. У нее не было мысли о том, что это воля Божья. Она ничего об этом не сказала, так что не думаю, что она считала, и что это карма. Но она работала над своим умом. И сказала, в какой-то момент я осознала, что не могу ничего изменить, но отнять у меня ум было невозможно. И никто не мог. И потому, сказала она, я решила, я не заключенная, я монахиня. Я не в тюремной камере, я в пещере. Она изменила свой ум, она иначе проинтерпретировала собственный опыт. И что она увидела? Увидела, что ее ум принадлежит именно ей. И очевидным образом видела, что нет никакого смысла в том, чтобы предаваться ярости и всем остальным мелодрамам, которые в уме разыгрываются. Видела, что все эти вещи бесполезны. Такой практикой мог бы заниматься и коммунист. Это не какие-то верования, это не нечто религиозное, нечто практичное. Любой, кто обладает достаточной отвагой и разумностью, способен на эти вещи. То есть женщина увидела, что именно гнев и другие омрачающие эмоции вызывали ее страдания, а страдать она не хотела. Невероятно.
Другой подход — это подход кармы. Okay, let's say I'm a Buddhist, I'm doing my best to apply both. А поскольку я буддистка, я стараюсь, насколько могу, применять и то, и другое. Learn to be my own therapist. Учусь тому, чтобы быть собственным психотерапевтом, Using Buddha's model of the mind. использовать буддийскую модель Beginning ума, to identify the delusions, начинать распознавать омрачение, attachment, привязанность, anger, гнев, jealousy, зависть, blame, arrogance, обвинение, all these states of mind we all высокомерие. have. Все эти состояния ума, которые нам Identifying присущи. them, Распознавать их, arguing with them, спорить с ними and changing my internal stories, my internal script. и изменять мои собственные внутренние истории, мой собственный внутренний сценарий. This is huge. Это нечто One level грандиозное. of practice. Это один уровень But the практики. other one is applying the laws of karma. А другой уровень — это применение законов кармы. So when I was an old radical lefty, when I was a Catholic, for example, Когда я, no, скажем, I didn't, no, not back then. When I was a radical lefty, когда я была радикальной левачкой, so much anger. была полна Anger was гнева. my natural state anyway. И так гнев был моим естественным состоянием. You know, my mother didn't have to teach me. I had it down from the time I was born. Моей матери не было нужды меня гневу учить, я с ним была в ладах с самого своего рождения. So there I was being a radical lefty, and it's kind of like your anger becomes noble, doesn't it? И вот я радикальная левачка, когда гнев еще становится чем-то благородным, рассматривается как нечто благородное, Full of anger. полна All the гнева, rich people. Then I богатые gradually люди. became involved with black politics, all the Black Panthers, all that business, supporting all that business. You know, I was living in London in the 60s. Потом я еще и влезла в черную политику, стала сотрудничать с черными пантерами, заниматься всеми этими вещами. В то время жила в Лондоне. I came to Paris in 1968, but I must have missed all the demonstrations. I wasn't into anything by at that point. Я была в Париже в 68 году, но пропустила все демонстрации, потому что меня в то время все это еще не интересовало. Must have been in the wrong streets. Или не на те улицы пошла. I wasn't a radical lefty yet. Я тогда еще не была радикальной левачкой, я в то время все еще была хиппи. But the next year I became a radical lefty. А вот на следующий год стала придерживаться радикальным левых воззрений и, So the point наконец, is, в черную I had a политику viewpoint влезла. about the world, didn't I? Вот у меня было некое представление, точка зрения о мире. All my anger got focused on all the people who are doing the problems, the white people, the rich people, you know. И весь мой гнев был сосредоточен на людях, которые, по моему мнению, делали что-то не так. Белых людях, богатых людях. No, well, first it was the rich people. Для начала в богатых людях. I didn't care if they were white. Неважно, мне плевать было, белые они там Then или нет. I started supporting black people. Потом я начала поддерживать чернокожих. Now I didn't care if they were rich. И теперь мне не важно, же было богатые они I или cared нет. if they were white. Главное было, белые они или нет. So I got angry at the white people. Тогда я начала сердиться на белых людей. Then I became a feminist. Потом я стала феминисткой. Now I got angry at the male people. Теперь я стала сердиться White and black, rich and poor. на мужчин. И белых, и черных, и богатых, и бедных. Even the boys. Даже на мальчиков. Yes. Да. They were male, were they not? Они же I мужского пола, правда? wasn't just a feminist. Я не просто была феминисткой. I became a radical feminist. Я стала радикальной феминисткой. I thought, oh, radical, I like that. А я подумал, о, радикально, это мне нравится. And then, of course, being extreme, А затем, разумеется, поскольку я I kept экстремистка, becoming more radical. я становилась все And I became радикальнее. a radical lesbian feminist. Тогда я стала радикальной лесбиянкой-феминисткой. I chucked out all the men, Вообще отбросила всех мужчин. but there was still more to go. Но это еще был не предел. I became a radical lesbian separatist feminist. Я стала радикальной лесбийской, феминисткой, сепаратисткой. All male people, as long as you had that organ, you were out, finished. You're no good. You're the cause of all suffering. Если у тебя есть мужской орган, тебя нужно устранить. Ты причина всех страданий. Okay. The point is, И в чем-то смысл? my anger was always there. Мой гнев всегда The присутствовал. object kept changing А объект его все менялся и менялся based on my view. на основе моего воззрения. So by that point, you know, I always say this and it's a joke, but it's true. И к этому моменту, я всегда это говорю, это как бы шутка, но в то же время правдивая. You know, when I was a Catholic, the world was divided into Catholics and non-Catholics. Когда я была католичкой, мир делился на католиков и некатоликов. And the non-Catholics were the problem. Все проблемы представляли собой Then I was a некатолики. hippie, all the straight people were the problem. Потом я была хиппи, и проблемы представляли все нормальные люди. And then I Обычные. became a lefty, all the rich people were the problem. Потом я стала левачкой. Все проблемы исходили от And then it богатых was all людей. the white people who were the problem. Потом все проблемы исходили от белых. And then it was all the male people who were the problem. Потом от мужчин. Literally, I had exhausted all options. Я в буквальном смысле исчерпала все варианты.
And then, fortunately, I bumped into Lama Yeshe И затем, к счастью, я столкнулась с Ламой Еши and Lama Zopa Rinpoche. и Ламой Супримпоче. And they suggested I should, in the teachings, that I should look at my mind. И они в своих учениях подкинули идею о том, чтобы посмотреть на мой собственный ум. That was a new idea to me. Вот это для меня была идея I'd новой. never thought of that before. Я ни разу до этого об этом не задумывался. So here I am still doing that. И вот я тут сижу и все еще So не now doing занимаюсь. that, И now осуществляя doing это, that, осуществляя это, but in particular the view of karma, и в частности, опираясь на that воззрение was the one кармы, that really profound for me in the beginning. и в частности, опираясь на воззрение кармы. И вот это для меня с самого Remember начала hearing, I стало went to очень 1 month глубокой. Lama Zopa Rinpoche teaching. Вещь Lam очень Rim глубокой. course. Помню, как я посещала месячное учение Ламы Сопа-Ринпоче по Ламриму. I could hear his words, but I had absolutely no idea how to understand this bizarre, medieval, arcane, philosophical concepts. И слышала его слова, но совершенно не могла понять, как интерпретировать, как постичь эти загадочные, средневековые, малопонятные концепции. But I heard the word karma. Но я слышала слово «карма», And I hardly knew what it meant, but I knew that was what I'd been missing all my life. и я практически не понимала, что оно значит, но знала, что это именно то, что я всю жизнь упускала из виду. So learning to control all the delusions, that's an intensely hard job. Учиться контролировать все омрачения — это работа невероятно сложная. But the hugest job for me, both, is the one of changing my view of why things happen. Но самой сложной, самой грандиозной работой для меня было изменение моих представлений о том, почему случаются плохие вещи, почему что-то плохое происходит. So you could say that the view of attachment and anger and all the other delusions Можно сказать, что представление привязанности, гнева и всех остальных омрачений are the views of an innocent victim, — это воззрение невинной жертвы, представление невинной жертвы, which is reinforced by materialist views. которые подкрепляют воззрение материалистические. So applying the view of karma, Применение воззрения кармы this has been I can say, a major role in changing my responses to things. могу сказать, сыграло значительную роль, огромную роль в изменении моих откликов на происходящее. So because I have a different way of interpreting the world now, Поскольку теперь я иначе интерпретирую мир, there is no reason to get angry. нет повода сердиться. I'm not saying I don't sometimes, I'm not saying that. Я не говорю, что я никогда не сержусь, этого я не But утверждаю. there's no logic for anger. Но логики у гнева нет. Anger is how dare that happen, meaning there's no cause, Гнев. meaning it's not fair. Гнев — это, как думаешь, как это смеет происходить? Как будто бы причины нет. For the Buddhists, that's not true. Но с точки зрения Будды это So those попросту young nuns is one неправда. example. Вот эти молодые монахини — это один пример. And another friend of mine, a Tibetan, in 87 was involved with all the demonstrations that were going on in Tibet, in Lhasa. And it was mostly the young monks and nuns who were demonstrating. Другой мой друг, тибетец, участвовал в выступлениях, в демонстрациях, которые в 1987 году происходили в Лхасе. А в основном в этих демонстрациях участвовали молодые монахи и It was монахини. it was like the first little uprising in Tibet, really, since 59. Это было как бы первое небольшое восстание в Тибете с And 59 this года. friend of mine, a monk, he'd escaped, and he was living in Kopan Monastery in Kathmandu, and he was telling me about his experiences. Этот мой друг, монах, бежал из Тибета, живет в монастыре Капан, и вот рассказывал мне о своем опыте. He said he was one of 13 children. Как он мне рассказывал, он был одним из 13 детей. His parents decided they would make many Tibetans. Его родители решили, что нарожают много тибетцев. Little Tibetans? No, they would make many Tibetans. Наделают много тибетцев. Obviously they're little. They're like this when they come out. Ну, конечно, когда они вылазят оттуда, то они маленькие. They didn't make them in a factory. Их не на фабрике So производят. anyway, Да, их не на фабрике делали. he was 17 and he was a monk. And the monks and nuns were the radical ones. Так вот, ему было 17, он был монахом, а радикальных требований высказывали монахини и монахини. Demonstrating, Участвовали в getting демонстрациях. arrested, tortured. Их арестовывали, пытали. So when we think demonstration, we think anger, don't we? Когда мы думаем о демонстрации, мы это слово ассоциируем с гневом, правда? But they have the view of karma. Но эти монахи They know придерживались why воззрения it's кармы. happening. Они знали, почему
происходит то, что происходит. Что не означает, что происходящее является хорошим или правильным, нравственным. Нет, оно не нравственно. Оно ошибочно. Тибет не принадлежит Китаю. На условном уровне это неправильно. Пытать людей неправильно. Заключать людей в тюрьмы неправильно. Но тибетцы знают, почему это происходит. Так вот, его пытали. Затем отпустили. Потом снова арестовали. И в этот раз, полагаю, он сбежал. И когда он бежал, то выяснил потом, что его отец был убит, его брат был убит. Это много лет назад он мне рассказывал эту историю. Я его спросила, ты когда-нибудь сердишься? И он засмеялся. Как бы говоря, сердиться по поводу чего, Робин? И затем он сказал, это наша собственная вина. В нашей культуре услышать подобные слова нечто очень тяжелое. Но для него это была легкая мысль. Он просто создал такую вот карму. Точно так же, как эти юные монахини. Когда принимаешь на себя ответственность, когда принимаешь эти вещи, как то, за что ты сам отвечаешь, понимаешь, что все происходящее с тобой — это плод тобой же совершенного, все хорошее и все плохое. Конечно, ты не будешь сердиться. Я вижу это в собственной жизни. Но пока ты придерживаешься воззрения о том, что гнев естественен, и что никто не знает, почему вещи случаются, думаешь, что это несправедливо, это не моя вина, я не просил, чтобы меня уважали. Конечно, станешь сердиться. Ведь это интерпретация, это точка зрения. Все в уме есть точка зрения. Проблема в том, что мы этого не видим. Мы бессознательны. Потому что уже в момент нашего зачатия в материнской утробе все черты нашей личности уже присутствуют. Будь вы Гитлер, мать Тереза, лев, человек, которому нравится рыбачить, человек щедрый. Мы видим, что эти склонности в уме присутствуют с младенческого возраста. Они не являются порождением генов, или ДНК, или родителей, или мозгов. Это порождение этих самых склонностей, того, что мы в прошлом делали, говорили или думали аналогичные вещи. Вот Моцарт, ему 6 лет, мама дает ему, сажает его за клавесин, и он пишет сонаты. С буддийской точки зрения нам приходится сделать умозаключение о том, что в прошлом он создал. В его уме присутствовали склонности к этому занятию, созданные в прошлом, потому что он в прошлом этим занимался. Одна моя подруга собирала с волос своего маленького сына вошек. Ему было 3 года, а он плакал от сострадания к овшам. Мама, не причиняй им вреда, это их дом, оставь их в покое. Сейчас ему около 40. Он ни разу в жизни ничего живого не убил. С буддийской точки зрения мы можем логически умозаключить, что он, как и Моцарт, нечто аналогичное практиковал в прошлом. Этот мальчик пришел в эту жизнь запрограммированным на сострадание, запрограммированным на отсутствие желания убивать. В силу того, что в этих вещах упражнялся прежде. С интеллектуальной точки зрения, эта концепция не сложная. Нам просто нужно вообще иметь интерес к тому, чтобы ее утверждать.
утвердить. which is if you're a Buddhist, is what you're doing. А если вы You буддист, choose to именно be, you're the этим boss, not вы Buddha. и You're занимаетесь. choosing to Вы take this as your решаете, working hypothesis. It's the way I like to say it. поскольку начальник здесь вы, а не Будда, вы решаете принять эту идею в качестве своей рабочей гипотезы. Так мне это нравится описывать. And that's hard to apply it every day. И это сложно это делать, эту теорию каждый день Because применять. the old habits are very strong. Потому что старые привычки очень сильны. The view of innocent me, Представление о невинном мне, attachment to get what I want, привязанность к получению того, angry чего я when I хочу, don't, гнев, который возникает, когда я не resentful, получаю jealous, желаемое, hurt, insulted, offended, all these things. раздражение, обида, чувство оскорбления, Not to mention the habit to kill, lie, steal, and all the rest. не говоря уже о привычках к тому, чтобы красть, убивать и тому подобному. Another little boy, Другой son of маленький another мальчик, friend, сын другой подруги, from the time he was 3 or 4, the moment he saw fishing, с возраста 3 или 4 лет, стоило ему увидеть процесс рыбалки, like ran like was magnetized, был зачарован, fell in love with fishing. влюбился в рыбалку. And this is how come we are unconscious. Вот в этом смысле мы бессознательны. Потому-то мы Spent бессознательны. the rest of his life fishing. Всю свою оставшуюся жизнь посвятил рыбалке. So, okay, let's analyze the way karma works. Давайте проанализируем, как же работает карма. He got a human birth, Он получил человеческое рождение. which for the Buddha is a rare thing. А с точки зрения Будды, это дело редкое. Like 7 billion of us, isn't it? У нас здесь 7 миллиардов. Probably 7 billion mosquitoes in one summer night. В одной летней ночью, вероятнее всего, 7 миллиардов комаров можно насчитать. They're all sentient beings, Все это чувствующие существа, experiencing the fruits of their past actions. которые переживают плоды собственных, созданных в прошлом действий. So our mind ran to a human womb after we died. Наш ум после нашей предыдущей смерти устремился к человеческой утробе. That's the fruit of a very powerful morality karmic seed. И это плод очень мощного семени кармы нравственности. So that fisherman had one of those. И вот у этого рыбака было именно такое семя. Second, all the tendencies in his mind. Второй пункт — это все склонности в его уме. Lots of good tendencies. Множество замечательных склонностей. Kind, Он был добрым, generous, щедрым, intelligent, разумным, good person, his mother said. хорошим человеком, как говорила его мать. But like a lot of humans, had the tendency to kill. Но у него, как и у многих людей, была склонность убивать. Of course, born into a situation, born into a culture where killing fish is actually not just seen as not bad, it's seen as good. Разумеется, он родился в культуре, в которой рыбалка рассматривалась не как нечто дурное, а как нечто хорошее. Third, he had lots of good experiences. The third way karma ripens. Good people, good friends, support. He had a good reputation. People were kind to him, good to him. Lots of virtuous karmic results. Третье. У него было много хороших позитивных переживаний. У него было множество хороших друзей, люди его поддерживали, у него была хорошая репутация и так далее. Множество добродетельных And кармических lots of good семян. environmental karmic results. И много хороших результатов с точки зрения среды, на уровне среды. So there he is, little boy, И вот этот маленький мальчик sees fishing. видит рыбалку. Karmic seed is triggered. Активируется кармическое семя, The tendency to kill склонность убивать. from having practiced it before. Связано с Then тем, что он в прошлом instantaneously в этом that triggers упражнялся. attachment in the mind. Это немедленно провоцирует в уме привязанность. And attachment, one of its bare bones function is to make the object look really delicious. Одна из базовых функций привязанности — наставлять объект, делать так, что объект кажется подлинно привлекательным. And also at the same time, attachment triggers very nice feelings in the body. В то же время привязанность порождает в теле очень приятные чувства, приятные ощущения. I always think of West Side Story. Мне всегда вспоминается вестсайдская история. I got it on my iPad a couple of years ago. Я ее несколько лет назад на iPad скачала. You know, and Maria and Tony Там Мария и Тони at the dance, Танцуют. the sharks and the jets, танцуют. Sharks и Jets. and they see each other. Не видят друг друга, Everything else disappears. и все исчезает. Karma ripens. Созрела карма. Instant love, Любовь с первого взгляда. bliss. Блаженство. Same with the fishing. То же самое с рыбалкой. Karma ripened. Карма созрела. Tendency he had in the mind to kill Присутствующая в уме склонность убивать увидела некий triggers the сценарий. karmic seed. Это активировало кармическое семя, спровоцировало привязанность. Attachment makes it look delicious. Привязанность преподнесла все это как нечто влекущее и вызвала приятные чувства.
That's called happiness, isn't it? Это называется счастьем, правда? And we all want happy feelings. А мы все желаем So счастливых he чувств. thinks it's logical to deduce that fishing must be the cause of his happy feelings. И этот мальчик счел, что рыбалка должна быть причиной его счастливых чувств, So его чувства счастья. he became a professional fisherman. Not right then, but his rest of his life fishing. Completely in love with fishing. И позже стал профессиональным рыбаком. Всю оставшуюся свою жизнь посвятил рыбалке, был полностью So the влюблен в tragedy is рыбалку. this. И трагедия вот здесь в чем. All those years he went fishing, he Все- could never see the suffering of the fish. За все те годы, когда он занимался рыбалкой, он никогда не способен был, ни разу не способен был увидеть His mother told страдания me she рыбы. never liked fishing. Его мать рассказывала мне, что ей рыбалка But she никогда didn't не want to нравилась. insult her son. Но она не хотела оскорблять своего сына. He'd always ask her to come with him. Он всегда просил ее She поехать с never ним, wanted to. и ей никогда этого не хотелось. But she went one time, she said. Но как-то раз она согласилась, поехала, And for her it was unbearable. и для нее это было нестерпимо. Why? Зачем? Why? Почему? Because she didn't have a tendency to kill. Потому что у нее не было склонности убивать. Which means А это означает, there was nothing between her and seeing the experience of the fish. It was evident to her that the fish were not happy. They were suffering. что ничто не мешало ей увидеть переживания рыбы. Для нее очевидно было, что рыба несчастна, He saw, что рыба страдает. he died when he was 29. А человек этот умер, когда Scuba ему было diving. He died, he 29 drowned. лет. Он нырял с аквалангом и погиб. The thing is, all those years he was fishing, И вот все эти годы, когда он занимался рыбалкой, because of his massive attachment в силу своей невероятной привязанности and because of his strong tendency to kill, и в силу своей сильной склонности and this убивать, is the point about attachment, вот в этом it главное, writes its own что касается dramatic привязанности. story in the Привязанность в нашем уме сочиняет собственную мелодраматическую историю. And he saw the fish he saw them through the filter of his attachment. Человек этот воспринимал рыбу через фильтры собственной He привязанности didn't ever once see the suffering. и ни разу не увидел ее страдания. He saw the same fish as his mother in that boat. Он в этой лодке видел ту же рыбу, что видела She его had no мать, tendency to kill. но у нее не было склонности убивать, She was easily able to have empathy. и ей легко было породить эмпатию. He was addicted to killing. Он был зависим от убийства. He had this story in his own mind. В его уме была целая история. He wasn't seeing the fish at all. Он рыбу совсем не видел. He couldn't see suffering. Он не видел страданий. Не This is мог the увидеть level of страданий. ignorance the Buddha says we're all completely caught up in. Вот уровень неведения, в котором, по словам Будды, мы все увязли, в котором мы полностью захвачены. And the tragedy about attachment, А трагедия, касающаяся it привязанности, looks benign. состоит в том, что привязанность кажется He wasn't благотворной. angry with the fish. He wasn't sort of hating them and shouting. He didn't hate the fish. Человек не ненавидел рыбу, не кричал на нее, не вопил, не ненавидел ее, But he harmed them because of his own attachment. но причинял ей вред в силу собственной привязанности. And they suffered terrible deaths, fish. И рыбы эти переживали мучительную смерть, ужасающую смерть. It's because of attachment and karmic habit. В силу привязанности и кармических привычек. Двух вот этих вещей. So you think of all the pedophiles, you think of the torturers, you think of the evil people. Подумайте о педофилах, о тех, кто занимается пытками, о всех злых людях. Same Людях story. злых, но с ними та же самая And история. this is the basis of compassion. И это основа, это понимание, основа We're для all as сострадания. blind. We say in English, we're as blind as bats. Мы все слепы, как летучие мыши, как мы говорим по-английски. Blind as bats. Слепы, как летучие мыши. Because we're seeing everything through the filter of our own needs. Потому что все видим через фильтры собственных нужд. We can't see others at all. Совершенно не видим других. Karma, Карма, the tendencies, карма, склонности, and then the delusions. затем омрачение. These two go hand in hand. Эти две вещи идут рука об руку. So karma is a way of explaining why you have this personality, why you like doing this and don't like doing that. It's an explanation of why things happen. Карма помогает. The world, yourself, everybody. Карма позволяет объяснить, почему вы именно такие, какими являетесь, почему вам нравятся одни вещи, не нравятся другие, почему все именно так обстоит, почему And the мир Buddhist именно model of the mind такой. describes the actual contents of your mind. А буддийская модель ума описывает, собственно, содержимое вашего ума.
And if we're serious Buddhists, we have to learn these in depth. Если мы серьезные буддисты, нам необходимо изучить эти вещи на глубоком уровне, глубоко их изучить. It's not enough to say, "Oh, I'm a Buddhist. I like Buddhism." Недостаточно просто говорить, ну, я буддист, мне нравится буддизм. You do a few mantras. Мантры понемножку читать. Better than nothing, И, конечно, лучше, чем ничего. but that won't get you enlightened. Но просветление это вас не приведет. That won't help you change. I mean, it will help you, but it's the real job, the nitty-gritty job, hands-on job, is applying the laws of karma and working on your mind. Это, конечно, поможет вам, но настоящая деликатная работа, сложная работа, которую нужно осуществлять, это работа с законом кармы и с содержимым собственного ума. Изменение собственного ума. And you can't just say, "Oh yeah, karma. I believe in karma." И нельзя просто сказать, а, да, карма, я верю в карму. What's karma? А, что такое карма, кстати? Oh, cause and effect. А, причина и следствие. How does it work? Как же они Oh, I работают? don't know. А, не It's like знаю. saying, "Oh, I believe in mathematics." Это все равно, что говорить, я верю в математику. I'm very happy for you. Ну, рады за вас, конечно. What good does it do you believing in it? А толку-то от вашей веры? Того, что вы верите в нее. You've got to engage in it. Если вы в нее не можете вовлечься, нужно в нее вовлекаться, знать ее, применять, размышлять над ней. This is really what you're doing as a practitioner. Вот именно этим практикующий и занимается. Gosh, quarter to 9. We're going to do some, most evenings we'll do some meditation, I think. We're going to talk about how you purify karma, but we won't do that tonight. Большинство вечеров мы будем понемногу заниматься медитацией, и хотел бы осветить тему того, как мы очищаем карму, но сегодня мы этим заниматься не But станем. we might just do some simple little meditation. Может быть, выполним простую и маленькую медитацию. We'll see. Any questions? Какие-либо, посмотрим. Какие-либо вопросы? Bye. Keep it short. Покороче. Get to the essence of it. Сразу с сущностью. The essence. The essence. Du karma qui pour moi était quelque chose d'individuel et maintenant de ce que je viens d'entendre quelque chose me chipote, c'est le fait que les Tibétains en général acceptent leur situation par rapport à la soumission des Chinois. Ils n'ont The pas de essence. The colère. essence. The essence. Keep it Сущность, short. сущность. Короче, короче, If you короче. can. Et là, Если c'est можете. pas collectif. What, darling? Yes, collective C'est pas karma. le karma collectif. Sure. Un peu comme Yeah, un yeah. peuple maudit, comme on parle des Juifs qui est un peuple Hein? maudit. Yes. Мы говорили о Yes. карме. We Индивидуальной do things карме. in groups. Yeah. Но в случае с тибетцами, кажется, что там должна быть Of какая-то course there is. коллективная карма. Yeah, like this group is. Everything is collective karma, Да. darling. Все коллективная карма. Aren't we social beings? Мы же социальные существа, да? Humans, monkeys, we're social beings, right? Люди, обезьянка, мы существа Have you социальные. noticed that? Заметили? Да? Yeah? Да? We do things together, don't we? Мы всем занимаемся There are вместе. Australians, Есть there's French австралийцы, people, there's французы, men, there's мужчины, women, женщины, there's, transgenders, lesbians. We трансгендеры, always get into a group, you лесбиянки. know? Все время в какую-то группу Black вписываемся. ones, white Черные, ones, белые, lions, Львы, monkeys. We're always обезьяны. part of groups, Мы and we всегда do things части- in groups, don't we? в части каких-то групп. И занимаемся noticed всякими we do вещами в things in группах. groups? Заметили, что мы занимаемся всякими вещами в группах? So we experience things as groups. И переживаем какие-то вещи в группах. All the good things, like you people in, Все people who хорошие live in вещи. Lavore, you have strong karmic connection. You're a group. Скажем, люди, живущие в Лаворе, у вас есть мощная кармическая связь. Вы группа. But the trouble isn't until bad things happen, you don't ever ask why. Но Why are we experiencing what we've experienced as people from Lavore? Но проблема в том, что пока не случится что-то плохое, мы даже не задаемся вопросом о том, почему все так обстоит, почему мы переживаем эти видимости, как будучи жителями Лавора. We can say in general, the people in Lavore, it's a fairly peaceful place, right? No terrorists, no gangsters, right? Мы можем No сказать guns, в целом, like in Los Angeles. что в целом Лавор место довольно спокойное, что тут нет ни террористов, ни банд, ни ружей, ни огнестрельного Shops are оружия, как open, в sell Лос-Анджелесе. food, Магазины people live in their открыты, houses. продают пищу, люди в домах живут, Go to school, go to work. ходят в школу, ходят на работу. You get up in the morning, the house is still there pretty much. Встаете по утрам, а большая часть дома все еще на So that's месте. group karma. Это групповая карма.
You all go to the same restaurants, eat the same food. Все ходите в одни и те же рестораны, едите одну и ту же Then пищу. occasionally an individual might have in particular karma. We've got our own particular karma as well. Иногда у кого-то индивидуума какая-то особая конкретная карма. You know, У нас также есть one наша person eats собственная peanuts and конкретная they карма. nearly die. Кто-то съедает арахис, и немножко арахиса, и умирает. That's the environmental karma of an individual. Это карма среды конкретного индивидуума. But the general karma of all people is that the water's tasty and the air's fairly not polluted. Но общая карма жителей Лавора состоит в том, что воздух чистый, вода, прошу прощения, All of вкусная, a sudden воздух in относительно не Australia now загрязнен. all these bushfires, as we call it, and it's hot in the summer, and the fires. В Австралии сейчас внезапно снова случаются пожары в буше. One little village, one town, almost burned out. Один маленький городок почти целиком сгорел. That's karma as a group, yeah. Это групповая карма, да. Of course, the day before their houses burned down, Но, разумеется, за день до того, как дома сгорели, they were never saying, why is life so good? What have we done to deserve this? Why are good things happening? No, they don't ever bother to ask. They just take it for granted. люди не задавались вопросом о том, почему у нас все так хорошо, почему мы так счастливо живем, почему все эти хорошие вещи случаются. Нет, ни разу не удосужились этот вопрос But suddenly, задать. 24 hours later, Но внезапно, 24 часа all the спустя, houses burned down, все дома сгорели, all having mental breakdown. и у всех нервный срыв. Naturally. Естественным But образом. mainly asking, why is this happening? А в первую очередь все спрашивают, почему это с нами случилось. That's why we always mention the Jews and the Tibetans, the bad things, not the good things, the bad things. И поэтому мы всегда приводим в пример евреев или тибетцев. Плохие вещи, а не вещи хорошие. So yes, we experience things as groups and we do things as groups. Да, мы переживаем вещи в группах и совершаем вещи в группах. Why those young Tibetan nuns had that view. Почему этим юным тибетским монахиням We must have было harmed them in присуще the это past. воззрение? А мы навредили, и должно быть им в прошлом. And it wouldn't necessarily be as Tibetans and Chinese. It could have been 1,000 lives ago. И вовсе не обязательно это они им в прошлом вредили, будучи тибетцами и китайцами. Это могло и 1000 жизней назад происходить. The Jews and the Nazis, it could have been 1,000 lives ago. It had to do with being Jewish or German, И евреи, и нацисты друг с другом, возможно, взаимодействовали перед тем за 1000 лет назад. Это все не имеет никакого прямого отношения к тому, что быть евреем или нацистом. И вот мы, находящиеся в этом помещении, тоже группа, правда же? We must have been together, and somehow in a group, who knows, again 1,000 lives ago. Maybe we were monks in a Tibetan monastery 50 lives ago. Who И мы knows? тоже когда-то должны были уже быть вместе. Кто знает, может, 50 жизней назад мы все были монахами в тибетском монастыре. So here we are experiencing the karmic results of that activity that we must have done together. И вот мы переживаем кармическое следствие этой активности, которой когда-то должны быть вместе занимались. This sounds ridiculous to the materialist view, С материалистической точки зрения это кажется смехотворным, because we just assume things are random. потому что мы просто допускаем в рамках материалистического зрения, что все случается случайным This образом. bunch of strangers coming together in a random way in this place. Вот кучка незнакомцев собралась вместе в этом странном месте, в этом месте. So if karma is a natural law, which is what Buddha is saying, Если карма — это закон природы, а именно это утверждает Будда, it can't be random. она не может быть случайной. There's nothing in a garden that doesn't come from a seed. Нет, в саду нет ничего, что не выросло бы из It's not семени. possible. Это невозможно. Oh, some things come from seeds and some don't. How ridiculous. Мы не можем сказать, некоторые вещи вырастают из семени, а некоторые нет. Просто так. Это было бы смехотворно. It's a natural law. Закон природы. Мы говорим о законе природы. Same here. Тоже и здесь. Do you see? Понимаете? This is Buddha's view. Таково представление Будды. Никто не просит в это верить. Someone else had their hand up. Кто-то еще поднимал руку. Okay, doesn't matter. Не важно. So, okay. Okay. So I think I want to, just do a little meditation. Да, давайте Just a little bit выполним of spacing out. We'll talk about meditation небольшую tomorrow. медитацию. Немножко так
отлетим умом. Мы завтра The different побеседуем о kinds. медитации, разных ее видах, why you do them, о том, почему ей вообще the goal, нужно заниматься, о том, this в kind of чем thing, цель. okay? But we'll Вот just do этого a рода little вещей. kind of Но relaxing, spacing, little kind of просто thing. немножко позанимаемся сейчас расслаблением. We're going to just, it might be a bit puzzling, but we're going to do it anyway. Может быть, это нас немножко смутит, покажется немножко малопонятным, но все равно We're выполним going to этот метод. try. We're going to try for just 5 minutes, 5 quality minutes. Мы буквально We're going 5 to simply observe our thoughts. качественных минут будем наблюдать за своими мыслями. And 5 minutes is a long time. А 5 минут — это много. Это So a длинный couple of период. things to say first. Сперва следует оговорить пару моментов. We're going to. Okay. No, never mind. Just do it. Relax. Неважно. Be like Давайте Lamiesh. просто Just сделаем. do it. В стиле Okay, Ламеша. have your body comfortable. Сядьте удобно, тело должно быть комфортно, Your back straight. спина должна быть прямой. We'll go into more details tomorrow. Подробности мы обсудим завтра. Have your head slightly tilted forward. Пусть голова будет чуть наклонена вперед. What? Что? Okay. Okay. Your head. Okay. And then we're going to just make a strong, determined decision. Затем зародим мощное, полной решимости намерение. Примем четкое I'm going to stay решение. focused Я буду сохранять on whatever сосредоточение arises in my mind. на всем, что возникает в моем уме. Don't have any opinions about it. Не буду выносить, зарождать мнение об этом. Don't space out, though. Don't sink into it and become dull. Не буду, однако, отрубаться. Не нужно там тонуть и подать притупленность. Attempt to stay alert Старайтесь сохранить and бдительность simply observe бодрость. whatever arises. И просто наблюдайте за всем, что возникает. And have a part of your mind. This is one that's called the part that's called vigilance or alertness. И пусть часть вашего ума, та часть, которая называется бдительностью или бодростью, It's a part of your mind. такая It's часть holiness вашего called ума. the policeman, И вот святейшество его сравнивает с полицейским. kind of watching. Как бы And наблюдает. every time your mind spaces out, И каждый раз, когда ваш ум отрубается, отъезжает, every time you forget what you're doing, каждый раз, когда вы забиваете, чем занимаетесь, you snap yourself back. возвращайтесь обратно. Заставьте себя вернуться обратно. And you just, okay, come on, just Робина, just watch the mind. Как бы, That's it. так, давай, Робина, наблюдай за умом. For 5 minutes, which is a long time actually, 5 минут. На самом деле это много. to stay sharp. The idea of this type of meditation, this is concentration meditation. We're going to do other ones in the week. This is not one of the crucial things is that one of the biggest mistakes people make thinking that meditation is relaxation. И смысл, это важный момент в этой медитации сосредоточения, мы другими видами There are медитации some позанимаемся wonderful позже, состоит в relaxation том, что techniques. люди думают, что смысл медитации — это просто расслабление. Есть замечательные методы расслабления, And we need them. и мы в них нуждаемся, them. безусловно. Конечно, мы в This них is not нуждаемся. that. Но здесь смысл не в этом. This type of meditation, concentration, focusing, В этом виде медитации, в сосредоточении, demands фокусировке, real alertness, нам нужны подлинная бдительность, determination, решимость, not to space out. не отъезжать, не отключаться. So, of course, in the beginning, much adjusting all the time И, разумеется, поначалу нам приходится снова и снова to keep your mind настраивать on ум, the object. чтобы удерживать его на объекте. And here the object is more tricky. It's the thoughts themselves. А здесь объект у нас хитрее, это сами мысли. So don't try to worry, what does it mean, look at my thoughts. Так что не пытайтесь беспокоиться, ой, что это значит, как это смотреть на свои мысли. Attempt to do that. Просто попытайтесь это So осуществить. close your eyes, Прикройте глаза, back up straight, спина выпрямлена, strong determination. мощная решимость. I'm going to watch my thoughts. Я буду наблюдать за своими мыслями. And breathe nice, long, deep breaths, not loud. Breathing all the way down to your abdomen, up again, not loudly. And don't focus on the breath, focus on the thoughts. Делайте Whatever pops up in your mind. глубокий вдох, доходящий до уровня живота, и медленно глубокий выдох, но не сосредоточивайтесь на дыхании. Наблюдайте за своими мыслями.
Keep your mind alert. Just watch your thoughts. Сохраняйте бодрость ума и просто наблюдайте за мыслями. Simplement observer vos pensées. Don't space out. Не отъезжайте умом. Ne planez pas. So relax now. Теперь расслабьтесь. Relaxez-vous. It's only 9 o'clock. Maybe it's time to go to bed then. Всего 9, но, может быть, пора спать ложиться. What time are we starting in the morning? Во сколько Time's мы meditation. начинаем утром? Meditation. 7:30. Okay. В 7:30. Okay. Okay, I think we finished. Думаю, это конец. На сегодня мы закончили. So we think Так мы думаем. we started at 10, didn't we? Мы начали Started at 10 o'clock, didn't we? в 10 утра по So местному. as many moments as there have been since then for the Buddha is obviously, for all of us we can see, as many thoughts that we've had. И вот сколько мгновений с 10 утра прошло, столько по мысли Будды, и для всех из нас, если мы об этом задумаемся, столько было мыслей в нашем уме, столько в нашем уме за все это время возникло And of course, мыслей. in our culture, we think that's just the mind. It's only in the mind. Who cares? Мы в нашей культуре, разумеется, думаем, это просто ум, кому We don't какое think of дело it as до него. important at all. Вообще не считаем, что это важно. Important du tout.
But the Buddha would say every millisecond of every thought counts. Но Будда бы сказал, что каждая миллисекунда каждой мысли имеет значение. Every tiny thought sows seeds in the mind. Каждая крошечная мысль оставляет в уме семена. Sème des graines dans l'esprit. So we delight and we think, okay, we've been listening to all this stuff, Мы- thinking, analyzing, listening. И мы радуемся. Discussing. Мы думаем, мы слушали рассказ обо всех этих вещах, мы думали, мы анализировали, осмысляли. Nous avons pensé, nous avons analysé. Whether we end up being a Buddhist or not, that's not the point. Станем ли мы в конечном итоге буддистом? Неважно. Смысл не в Thinking этом. about the meaning of life, how marvelous. Doing, as the Tibetans would say, doing anything more than merely eating, sleeping and go to the toilet, that's pretty good. Размышлять о смысле жизни вообще уже изумительно. Как сказали бы тибетцы, делать что-то помимо принятия пищи, сна и посещения туалета, уже здорово. Manger, dormir et aller aux toilettes. Anything more than that's pretty good. Et donc, quoi que ce soit Все, qu'on что fasse depuis за- tout ça, eh ben, So we can pat ourselves on the back делать что-то помимо этих трех вещей, это уже здорово. for a Так что можно productive себя day. похлопать по плечу, похвалить за Lots of продуктивный день, thoughts, beaucoup de pensées, за good множество мыслей, intentions, хороших trying to намерений, work things out. за попытки разобраться во All всем these этом. marvelous seeds we've sown. Все эти изумительные семена, которые мы посеяли. So we think, how may all these seeds ripen in the future Мы думаем, пусть все эти семена в будущем созреют graines mûrir in the development of our amazing potential в развитии нашего изумительного потенциала. notre potentiel incroyable for our own sake Ради нашего собственного блага and the sake of others. и блага pour le других. bien des autres. Kewaji nyu dudag lama sangye drugyune drowa chikyang malupa deisala Gopasho Jangchob Semchog Rinpoche Makye Panam Kegyochig Kepanyam Pa Mepayang Gongne Gongdu Belbasho. So I think it's really good to make the nighttime like retreat mode. Думаю, хорошо очень время ночное превратить как бы Yeah. в ретрит, использовать, проводить в If you ретритном can, режиме. Если From можете, this moment, after we finish this tonight, с этого мгновения, когда мы сегодня вечером завершим, attempt to just decide I'm going to mind my own business. решите, я буду заниматься собственными делами. Je As- vais m'occuper de mes propres As affaires. if we were here on our own. Как если бы мы здесь в одиночестве находились, You know, write something in your journal, read a book, do a meditation, lie on your bed, whatever. Think. ведите дневник, читайте книгу, лежите на кровати, медитируйте, что угодно, размышляйте. Ou allongé sur votre lit, pensez, peu importe. Mais So retreat mode is like it's for yourself. Ретритный режим значит для себя, c'est que c'est simplement значит, что вы посвящаете And it's время cool because себе. we're probably sharing rooms and things, so it's difficult because we have this impulse to be social to each other and talk, don't we? Разумеется, поскольку у нас комнаты общие, то, конечно, будет сложно, ведь у нас есть этот импульс, побуждающий нас проявить какую-то социальную активность, общаться. Ignore each other. Игнорируйте друг Be друга. rude. Be rude. Будьте грубыми, soyez pour une fois Act like you're in the room on your own. притворяйтесь, что вы в комнате одни. It's a great. comme si vous étiez seul dans votre chambre. Relax into it. It's okay, you know. It's perfectly fine. Расслабьтесь. Et soyez relax. hein, Ничего, c'est ok, c'est все совершенно нормально. So attempt to do that. Пытайтесь. So Так, if somebody else talks, так что, если кто-то другой заговорит, don't get all kind of fundamentalist. Stop talking. не нужно в фундаментализм впадать, кричать, ну-ка замолчи. Vous devenez pas complètement fondamentaliste et en lui criant d'arrêter de parler. Be mindful. Et Проявляй осознанность. présent, You know, that's their problem. c'est leur problème. Если человек говорит, Silence это is его your own проблема. mind. Et vous, ce que Ah, vous voulez faire, c'est planter oui. des graines dans You know, you can be happily silent in the middle of a freeway. It doesn't matter. Вы Noise. можете... Молчание — состояние ума. Можно счастливо молчать посредине шоссе, silence au milieu d'une autoroute. несмотря на весь And then when шум. you lie down to go to sleep, Когда вы ложитесь Vous allez vous allonger спать, pour, make a decision, dormir. примите a strong решение. decision, Может,
мощное решение. To see your dreams as dreams. Воспринимать свои сновидения как сновидения. So what we're trying to, one way they talk a lot, we'll discuss this at some point, is we're learning to be we're discussing this, we're trying to be conscious. Мы стараемся быть сознательными. On en a parlé, et on en reparlera plus tard, mais on essaye d'être conscient de ce qu'on fait. So why not start with your dreams? Можно начать со сновидений. This is an example of how unconscious we are. Это сновидение пример того, насколько мы бессознательны. You know, they use the dreams as an analogy for life. Сновидение используется как аналогия для жизни. When the dream happens, Когда сон we're случается, completely caught up in it. мы совершенно в нем увязаем. Then you wake up. Затем просыпаемся. Oh, it was only a dream. О, это был только сон. The lamas also try to see life like this. Все ламы рекомендуют подобным образом пытаться рассматривать жизнь. And we're so caught up in everything. Мы настолько во всем увязли, Attempt to see it like a dream, they say. что нужно пытаться все рассматривать как подобное сну. It's hard to see this, what they mean, you know. Это сложно увидеть, сложно понять, о чем они Anyway, говорят. make a strong decision И все же примите сильное if you решение, dream, мощное решение, что если вы that you'll be будете conscious that видеть you're dreaming сновидения, while you're dreaming. то будете сознательны относительно того, что видите сны, That's the пока first их part of your видите. homework. Это первая Three часть bits of your вашей. homework. У вас в домашнем задании три First one is be части. silent. Первая — сохранять безмолвие. Second is see your dreams as dreams. Второе — воспринимать свои сновидения And the как third сновидения. is- А третье — And you're supposed to laugh now. обязательно If you wake up in the нужно morning. посмеяться. И если вы утром проснетесь, And why that's funny is because we think we believe we will wake up in the morning. а почему это смешно? Потому что мы-то верим, что проснемся. But you know, you do some market research tomorrow morning, Ну, знаете, если бы вы утром провели рыночное исследование, 50-kilometer radius maybe, может быть, в радиусе 50 километров, and you go around knocking on doors with your survey. и пошли бы с анкеты стучать в двери разных людей. Bonjour. Бонжур. When they open the door. Когда люди Did там дверь anybody открывают. die here last night who didn't expect to? Тот вчера не умер случайно, кто-нибудь, кто смерти не ожидал. You'll get some yeses. Вы You'll get some yeses. в некоторых местах вам ответят «да». Well, one day it'll be us. И однажды это случится с нами. Right, so if you wake up in the morning, Так вот, если вы проснетесь утром, you bliss out. испытайте невероятное блаженство. I can't believe I'm still alive. Поверить не могу, что все еще жива. I didn't wake up in another realm, as Lama Zopa says. Проснулся не в другом царстве, как говорит Лама Сопа. In other words, my petrol tank of morality hasn't run out yet. Иными словами, мой бензобак нравственности еще не исчерпан. The main cause of living a long life is not eating well. Главная причина долгой жизни — это не хорошее питание, It's your past morality karma. это ваша прошлая карма нравственности. That mega-rich American guy, Warren Buffett, who gave all his $55 billion to Bill Gates. Этот супербогатый американец Уоррен Баффет отдал все свои деньги, миллиард, Billion. Oh, is it okay? And he's 50 86. миллиардов долларов And отдал he's Биллу fit and Гейтсу. healthy. Ему 86, он здоровый, And he's renowned for being весь very down to подтянутый, earth. и знаменит через свой чрезвычайный прагматизм. He drives the same old Toyota that he has for the last 20 years or something. В одной и той же старой Тойоте Lives in ездит the same house for the последние last 20 60 лет. years. 60 лет прожил в одном и том же доме. And his diet, Диета его, his daughter said, как I описывает have это его never дочь. seen water pass his lips. Ни разу я не видела, чтобы он воду к губам His подносил. diet is cheeseburgers, Его диета vanilla ice cream, and чизбургеры, Coca-Cola. чизбургеры, ванильное мороженое и Кока-Кола. Et des cheeseburgers, de la glace à la vanille et du Coca-Cola. And he's fit. И он подтянутый. Okay, so anyway, you please eat well. There's nothing wrong. Ну, вы, конечно, питаетесь правильно, в этом ничего плохого нет. So then if you wake up in the morning, you think, amazing, I'm still alive. Так вот, если вы проснетесь поутру, думаете, невероятно, я все еще жив Mustn't waste today. и не должен впустую сегодняшний день растрачивать. So I'm going to use today to come Так to что- the meditation at 7:30, Так что я использую сегодняшний день, чтобы прийти на медитацию в 7:30, come to the teachings, чтобы прийти на учение, you know, eat my breakfast, позавтракаю, have пообедаю, discussions, буду участвовать в Go to the обсуждении, toilet. ходить в туалет Why? стану. Зачем? so I can, Чтобы... long-term goal, develop my qualities and benefit sentient beings. Это долгосрочная цель, чтобы развить свои качества и принести благо живым существам. Okay.
That's your homework. Такова Three ваша things. домашняя работа. Silence. 3 вещи. Безмолвие, See your dreams as dreams. воспринимать сновидения And как bliss out when you сновидения. wake up realizing you're impermanent, you didn't die yet, and you're going to make the most of today. И испытать блаженство утром, проснувшись, понимая свое непостоянство, поняв, что вы еще не умерли, и производив решение использовать сегодняшний день. Vous réjouir et prendre la détermination d'utiliser au mieux la journée. Okay? Хорошо? All right.